Старый израненный лев, окруженный стаей гиен, уже почти смирился со своей судьбой и медленно опустил голову, будто принимая неизбежное. Но в последний момент из кустов раздался звук, после которого гиены в панике бросились бежать. Солнце стояло высоко, выжигая все вокруг. Саванна казалась безжизненной. Сухая трава, горячий воздух и редкие пятна тени. Большинство животных давно спрятались от жары, но на открытом пространстве оставался один, старый лев. Когда-то он был сильным вожаком, быстрым и опасным. Теперь же годы взяли свое. Тело исхудало, движения стали медленными, а взгляд — усталым. Его грива поредела, а на шкуре остались следы прошлых битв, шрамы, напоминающие о прожитой жизни. Несколько дней назад Прайд ушел дальше, следуя за добычей. В дикой природе нет места слабости. Тот, кто не может идти дальше, остается позади. Лев смотрел им вслед, но не попытался догнать. Он знал, что его путь подходит к концу. Он стоял под палящим солнцем, окруженный тишиной, которая давила сильнее любого звука. И именно в этот момент на горизонте появились темные силуэты. Гиены двигались осторожно, постепенно сокращая расстояние. Они чувствовали слабость и ждали подходящего момента. Впереди шел самый опытный, за ним остальные, словно тени. Лев заметил их, но не двинулся с места. Он лишь повернул голову и посмотрел в их сторону. В его глазах не было страха, только усталость и спокойствие. Гиены замедлились. Обычно жертва пытается бежать или защищаться, но этот лев просто стоял. Казалось, он уже все решил. В его памяти вспыхнули образы прошлого: охота, ночные рычания, борьба за территорию, годы силы и власти. Он прожил долгую жизнь, теперь же все подходило к концу. Лев медленно закрыл глаза и опустил голову. Это было не поражение, это было принятие. Гиены начали приближаться. Но в этот момент неподалеку за происходящим наблюдал человек. Рейнджер стоял у своего джипа с биноклем в руках. Он знал правила — не вмешиваться. Но что-то внутри него не позволило просто смотреть. Он сел за руль, и двигатель громко нарушил тишину. Гиены насторожились. Когда машина резко приблизилась, стая мгновенно отступила и скрылась среди травы. Человек вышел и медленно подошел к льву. Тот все еще стоял, едва держась на ногах. «Спокойно», — тихо сказал он. Лев поднял голову и посмотрел на человека. В его взгляде не было страха, только усталость. Рейнджер поставил воду на землю. Лев некоторое время смотрел, затем сделал шаг вперед и начал пить, жадно, будто возвращаясь к жизни. Позже была вызвана помощь. Прибыла команда со специальным транспортом. Люди действовали осторожно, направляя льва спокойными голосами. Он позволил им помочь и вскоре оказался внутри, наконец расслабившись. Саванна снова погрузилась в тишину. Но для человека этот день стал напоминанием. Даже в дикой природе, где выживает сильнейший, всегда есть место состраданию.